Всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал, с вами Николай, и сегодня я буду пересаживать сансевиерии, которые я получил в подарок от моей замечательной подруги Анны с канала Кладовая Солнце. Я думаю, многие из вас его уже знают, если не знаете, я оставлю вам ссылочку на ее канал в описании к видео. У меня был день рождения, и мы встретились, так сказать, на нейтральной территории с Анной, с моими другими друзьями, с моей семьей. Мы все вместе встретились, и Анна мне привезла шикарные сансевиерии. Некоторые из них, по-моему, даже практически все они из Азии. Я вам сейчас их буду показывать и буду сажать. Параллельно будем немножечко разговаривать, да? Какой-нибудь, даже без темы, просто о сансевиериях, этих чудесных растениях. И, пожалуй, начнем мы наше видео с этого замечательного малыша. Вы можете видеть сейчас его крупным планом у себя на экране. Это сансевиерия Moonshine Mutant Casper. Да, вот такая прекрасная сансевиерия. Очень красивое растение, интересного цвета. Да, появляется у него такая, как вы видите, полосочка по краю, такая кайма. Крупная корневая. Я сейчас слегка ее, знаете, буду отряхивать. Чуть-чуть, наверное, подальше отсяду, чтобы вы могли лучше видеть процесс работы. Так, остальные растения я пока положу, не буду рассекречивать. Всего 5 растений здесь. Все очень красивые. 1000 лет у меня не было новых сансевиерий в коллекции. Старый листик уже можно его убрать. Отсохший. Розеточка абсолютно чистая, здоровая. Я вел достаточно долгую борьбу с клещом сансевиериевым. Но знаете, на самом деле, когда несколько препаратов используешь, протравки проводишь, то все, в принципе, можно исправить, да, вылечить. Будем сажать на него вот такой горшок, не особо мелкий, хотя, знаете, корневая, в принципе, достаточно крупная. Может быть, я даже возьму горшочек побольше. Да, наверное, возьму вот такой горшок ему, да, потому что корневая, она неплохая. Все мелкие корни уже отгнили, потому что растения были в пути больше 10 дней. Без грунта я имею в виду. Так-то я их держал в воде. Чуть-чуть сейчас еще обстряхну корни, потому что если они уже отмерли, да, отмершие корни, то, в принципе, их нет смысла хранить на растении. Да? Все равно они начнут нарастать новые. Поэтому, да, пожалуй, мы вот так берем. Но основные корни, центральные, да, такие крупные, они на растении держатся. Видите, да, большой пучок. В принципе, их можно сажать сразу и сюда. Потому что в этот горшочек, еще раз посмотрим, в этот горшочек, не знаю, есть ли смысл сажать. Наверное, нет, все-таки, наверное, посажу в такой горшок. Не буду перебарщивать. В целом, сансы небольшие любительницы больших горшков. Поэтому посажу ее в такой. Грунт у меня здесь замешан для суккулентов. Обычный грунт я покупаю для суккулентов и кактусов. С добавлением большого количества перлита. Перлит, он помогает прекрасно удерживать в себе влагу, да, лишнюю влагу в себя впитывает, потом постепенно растениям ее отдает, делает грунт более таким легким, дренированным. И все, я думаю, будет нормально этой сансевиерии. Надо чуть-чуть поставлю сюда, пожалуй, этот грунт, чтобы мне было удобней. Да? Чуть-чуть засыпаем, все это дело аккуратно, сильно не утрамбовываем, потому что в этом нет никакой необходимости прессовать наши сансевиерии, да, им нужно быть слегка, так сказать, утрамбованными, не перебарщивая с надавливанием. Первые несколько дней, 2-3 дня, я думаю 2 дня в этом случае, так как растения сильно корни не повреждаются, потому что их в принципе нет, вы сейчас посмотрите, у большинства растений, 2-3 дня вообще поливать не буду. Грунт слегка увлажненный сам по себе, из пакета, когда мы его достаем, да, он не такой, не сухой, как камень. И после этого я уже полью через 2-3 дня. Сейчас мы слегка утрамбуем. Примерно по центру она стоит, эта розеточка. Хотя, вы знаете, не знаю, что на нее сейчас смотрю. И мне кажется, мелковато. Если она начнет сама развиваться, даже не знаю, как быть. Что-то какое-то сомнение на меня напало. Наверное, все-таки посажу вот в этот грунт. Да, извиняюсь, я переделаю. Потому что мне нужно корни, чтобы у нее развивались. Чтобы я ее мог поставить ровно, и чтобы, когда она начнет давать потомство, она его начнет давать рано или поздно, ему было куда расти, этому потомству. Поэтому мы сейчас сделаем небольшой слой, буквально 3 ложечки грунта, да, такие небольшие перестановки. Даже, смотрите, даже 3 ложечки это много. А еще плюс у этого горшочка у него дно обманка такое, знаете, то есть оно еще примерно несколько сантиметров идет вверх, как на подставочке, да, прекрасно. Вот этот горшок ему будет лучше. Посмотрим, сколько еще мы ложек добавим грунта свежего. Я не буду ее, во-первых, сильно засыпать, чтобы она стояла очень-очень заглубленная. Да? Желательно не заглублять сильно розетки, чтобы они не загнивали. То
то желательно оставлять на точку роста не прикрытые грунтом. Потому что когда плохое проветривание, попадает вода зачастую в розетку, и просто растение может начинать загнивать, начинать погибать. Да? Поэтому вот так мы ее поставили. И сейчас еще буквально, думаю, еще одну ложку, и все, я больше не буду ничего сыпать. Вот этого количества грунта ей будет достаточно. Постепенно она начнет нарастать, корневая ее, само растение тоже начнет подрастать, даст Бог. А может быть сразу пойдет давать детку, потому что если сансеверия начала давать детку, то пока мы эту детку не отсадим, материнская розетка не будет дальше развиваться. Да? То есть если детка есть, то мать засыпает, так сказать, не развивается, и пока мы не дадим ей новый, не грунт, а не отделим от нее детку, да, и, например, пересадим новый горшок, мать не будет расти. Или просто мы отсадим детку от матери, оставим ее мать в старом горшке, тогда она тоже будет расти. Но зачастую, когда мы отсаживаем потолсту, часто мы меняем горшок, чтобы освежить грунт и все прочее. Так, все, вот, пожалуй, первая готова малышка. Как ни крути, она имеет такую форму, знаете, слегка паруса. Как ее не выравниваю, она все равно слегка кривовата, но главное, что по центру стоит. И уже будет давать, я думаю, постепенно новые молодые листочки. Смотрите, какая красота. Первое растение готово. Следующее растение, это будет у нас вот такой бонсель варигатный. Потрясающе красивый экземпляр. Посмотрите, какой тоже красавчик. Можете видеть, да, его покрупнее у вас на экране. Вот такая роскошь, очень интересный. Мне очень понравился цвет. Он из Азии, данный экземпляр, да, то есть куплен был Анной специально для меня в подарок. Спасибо ей большое. Потому что я настаивал, чтобы она отдала мне, не настаивал, чтобы отдала, она мне, у нее есть другой бонсель, который она покупала, тоже варигатный, но не такой яркий, потому что этот вообще просто роскошь. Посмотрите, потрясающая генетика, нереальная. И у нее есть другой, и я ей сказал, привези мне другой, не надо мне этот, оставь этот себе. Но она все равно сделала, как посчитала нужным, и привезла мне более красивый в подарок. Поэтому спасибо большое, Анна. И когда мы снова увидимся, если у него будет потомство этого бонселя, обязательно тебе от него детку я отсажу. Его будем сажать в этот горшок. Корень здесь только основной, как вы можете видеть, да, но это не проблема. Мы его аккуратно посадим. Уже, я вижу, начинают такие, знаете, как почки набухать на этом основном корне. Видно, что растение жаждет дать новые корни. Мы ему в этом поспособствуем. Посадим его хорошенечко. Качественный, хороший грунт, в котором будет комфортно расти. Я думаю, корни у него нарастут достаточно быстро. В целом цилиндрические сорта, они мало капризничают, да, они очень хорошо в себе накапливают влагу и прекрасно обычно растут. Но так как сейчас ему держаться нечем в этом грунте, слегка мы его утрамбуем, да, уплотним и подсыпем еще сверху свеженького, чтобы закрепить наш результат. Но желательно, конечно, в ближайшие первые недели не трогать сильно растения, потому что если корней нет, растение может просто-напросто выпасть, да, из грунта, из самого горшочка, который мы сажаем, но может выпасть. Поэтому сажаем мы все аккуратно, без спешки, да, высаживаем наши прекрасные растения. Вот так оно получилось. Мне уже нравится, честно сказать. Даже если не будет никакого вообще роста, он будет стоять несколько лет в таком виде, хотя наверняка рост будет, но очень красиво смотрится уже, да. То есть он не сморщился, ничего. Сейчас вам покажу следующее растение, которое достаточно сильно сморщилось. Ему нужно будет теперь постепенно отпиваться, да, наращивать эту массу свою телесную, потому что сильно-сильно перестрессовало растение и сильно сморщилось. Все, вот так оно выглядит. Как я уже сказал, первые 2-3 дня я поливать не буду. Грунт совсем слегка увлажненный, посмотрите. Я в конце еще сделаю вставочку, покажу их всех. Растения готовы. Вот так. Второй кустик. Следующий экземплярчик. Кто у нас будет? Давайте, наверное, этот Лавранус или Лавранос. Я думаю, Лавранус Блю. Есть у него такой голубой оттенок в листьях. Очень красивое растение. Вот он подсморщился. Но все равно очень-очень красив. Да, сам по себе красивый экземпляр. Я не знаю, в какой горшочек лучше сажать. В этот или в этот. Этот Лавранус. Возможно, посажу в этот. Сразу, да, изначально. Или в этот. Нет, наверное, все-таки в этот я горшочек его посажу. Да. Тоже тут крупный корень.
основной, который постепенно начнет наращивать молодые корешки. У меня обычно нет проблемы с заливанием сансевьерии, я иногда наоборот их пересушиваю, поэтому я не боюсь сильно сажать в горшки чуть крупнее размера, чем корневая. Если вы заливальщик по своей натуре, то, конечно, стоит сажать в горшки не очень крупные. Если особенно у растения нет корней, можете сажать в горшки прозрачные, это тоже будет вам полезно. Сможете и за просушкой грунта наблюдать, и сможете наблюдать за развитием корней. Да? Так. Очень острый, тоже он относится к таким цилиндрическим сансевьериям, да, типа бонсели, что-то. Я люблю такие сансевьерии жесткие, потому что, во-первых, на них вероятность поселения вредителя очень низкая бывает, но намного ниже, чем на каких-нибудь, например, хани, да, хани или просто сансевьерии трифасиаты. Как я уже сказал, пришлось мне обрабатывать всю мою коллекцию, даже тех, на ком не было следов клеща. Об этом, может быть, поговорим в будущем, если сделаю видео про всю коллекцию сансевьерий. Она не сильно изменилась, просто подросла в плане размера самих растений. Стали многие горшки очень крупные, многие цвели. Опять я провожу там эксперимент со скрещиванием новых сортов. Кстати, сансевьерии, кто следит за каналом, которые я высаживал из семян, подросли. Уже они такие не очень крупные, но уже они есть. Да? И сейчас у меня завязываются новые семена тоже. И я наблюдал за развитием, да, вот этого завязки. Какие-то еще сделал для себя выводы тоже. Если сделаю обзор по коллекции, пока буду показывать растения, вам немножечко расскажу, какие я для себя выводы сделал о сансевьериях из семян. Какие моменты заметил, да, которые меня удивили немного, некоторые моменты. Поэтому тоже вам это все можно показать в будущем будет. Так, вот так этот лавранос выглядит. Смотрите, какой. Тоже чуть-чуть сморщенный, как я уже сказал, но он немного сморщился. Я думаю, отойдет постепенно в этом горшочке. Красивые растения очень. Прям радуюсь им, потому что 1000 лет у меня уже не было сансевьерий никаких новых. Следующая сансевьерия — это вот такая сансевьерия Black Rose, да, красивый экземпляр тоже, вот она сморщилась посильнее, у нее есть небольшая механическая травма, лист поврежден вот здесь, но ничего, я думаю, постепенно она тоже выровняется, придет в себя, у нее крупное корневище, такое прям мощное, здоровое, и буду ее высаживать в данный горшок, тоже, я думаю, ей будет в нем хорошо, постепенно будет нарастать корневая, и я надеюсь, что она постепенно также распрямится, да, что не будет сильно делать мне мозг, потому что иногда азиатские растения, особенно когда они пестрые, они иногда не очень хорошо себя ведут. Ну, не всегда, да, опять-таки, чем светлее растение обычно, тем сложнее за ним ухаживать. Чем оно более темненькое, смотрите, кстати, вот тут ее даже ровно не поставить, потому что горшок для нее, мне кажется, даже слегка маловат. Но я не буду высаживать более крупный, потому что корней совсем нет. Да, поэтому чуть-чуть она будет не по центру из-за корневища своего длинного, но уже как есть. Уже не принципиально, честно сказать. Главное, чтобы она нормально себя чувствовала и постепенно наращивала новые корешки. Вот такая вот Black Rose. Кстати, название интересное в том плане, что я бы не назвал ее Black Rose. Мне кажется, какой-нибудь Black, не знаю, что-то. Black Sunlight какой-нибудь, да, солнечный свет черный. Я не знаю, какое-нибудь такое название ей бы больше подошло, потому что оно красивая варигатность. Да, вот эти пестрые листья, не совсем они, на мой взгляд, какие-то черная роза ей подходит. Черная роза должна быть какой-то прям черный. Видите, получился кривоват этот кустик в горшке, но опять-таки вина это размера горшка. Больше я брать не хочу, чтобы она была ровнее, а меньше уже некуда. Поэтому корней совершенно нет, поэтому я ее посажу вот здесь. И пусть растет. Ничего, главное, что когда я уже буду видеть, я думаю, корни нарастут через несколько месяцев, хорошие, даст Бог. И когда я буду видеть, что она уже прям крепко сидит в горшке, тогда можно ее путем пересадки, перевалки, знаете, ну, так аккуратно пересадить в горшочек другой формы, другого размера, да, но пока не буду этого делать. Пусть наращивает корневую. Сейчас самый главный момент ее процветания. Вот так она выглядит тоже, смотрите, достаточно неплохо. Морщинистая, но неплохо выглядящая. И последний цветок растения, которое буду пересаживать, это вот такой бонсель, совершенно крошечный, знаете, он абсолютно крошечный, это из листика он у моей подруги вырос, бонсель платинум, тоже он постепенно начнет набирать цилиндрическую форму, не знаю, как долго он будет расти, наверняка долго, но поэтому я его посажу
минимальный горшок, который я нашел. Меньше я вообще даже не могу себе представить. Наверное, должен быть какой-то наперсток. Но наперсток нам тоже не нужен. Поэтому такой он небольшой будет в этом небольшом горшочке расти. Поэтому, я думаю, будет ему нормально. Главное не залить. Главное не залить, потому что меньше горшка я, к сожалению, найти не могу у себя здесь, так сказать, поскребя по сусекам. Вот это все, что я смог для себя обнаружить. Так, как я уже сказал, сейчас вам в конце все это дело покажу. Не буду сильно, вы знаете, даже засыпать прям по самые так верхушечки этого горшка, по стеночке горшка грунт. То есть чуть-чуть он даже получится заглубленный, потому что он совсем маленький. Но из такого маленького, я думаю, через пару лет может вырасти что-то очень даже интересное. Поэтому с сансевериями самое главное это запастись терпением. Когда на них не обращаешь внимания, потом подходишь к ним через какое-то время, да, когда реально забиваешь на них немножечко, так не подходишь, там сильно не ждешь какого-то нового листа, потом подходишь такой, о, как-то они стали все крупнее. Я говорю, у меня за несколько лет все кусты повырастали, прям, знаете, такие практически ведрами уже стоят. Крупные экземпляры постепенно растут, да, которые, конечно, такие маленькие, он будет расти до ишачьей паски, но которые изначально не очень мелкие, они прям хорошо разрослись уже. Все. Я его даже не знаю, показывать или нет на экран, или уже показать в общей массе, но в общем вот так вот он выглядит за забором, да, такой горшочек в форме заборчика. Вот так я его посадил. Сейчас я их всех слегка протру, горшочки, и покажу вам финальный результат. В целом я доволен пересадкой, прошла она относительно быстро, да, и все экземплярчики получили себе новый дом. Сейчас покажу финальный результат. Вот мой финальный результат. Все 5 растений, которые я посадил. Смотрите, здесь этот бразильский мутант Каспер стоит, красавчик. Это платинум малыш совсем, малыш. Думаю, постепенно вырастет. Black Rose, красота, Бансель. Бансель это вообще самый любимый на самом деле экземпляр. Чуть ли не самый главный любимец теперь моей коллекции. Посмотрите, какая роскошь. Шикарно. Надеюсь, будет расти хорошо и будет давать хорошее потомство. И вот этот Lavranus Blue Clone тоже здесь стоит. Вот такая группа растений. Обязательно заходите на канал Анны. Подписывайтесь на ее канал. И при желании ставьте лайк, пишите комментарий. И при желании тоже подписывайтесь на мой канал. Всем добра, берегите себя. И до новых встреч. Пока-пока.